Я всех приветствую на своем канале. Начала вязать вот такую шаль, вот таким узором красивым. Связала небольшой кусочек и решила поделиться с вами. Вяжу пряжей, вот так она у меня выглядит. Сейчас скажу, это Alize Angora Gold Ombre Batik. Состав 80% акрил, 20% шерсть. В 150 граммах 825 метров. Цвет 72,95, если кому интересно. Так, крючок я взяла 3 миллиметра. Пока у меня один моток такой пряжи. На саму шаль, я думаю, мне хватит. А на обвязку, на бахрому я или возьму еще один моток такой же пряжи, или возьму чуть меньшего метража. Ну, по цвету подберу уже и по составу пряжу, только метраж возьму поменьше. Так, а образец буду показывать на пряже. Вот детская пехорка, детская новинка от пехорки. И возьму крючок 2 миллиметра. Пряжу можно подбирать любую, какую вы хотите. Узор очень легкий, вяжется легко, сложного ничего нет. Сейчас я вам покажу, и вы все сразу же поймете. Набираю 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в первую петельку, в шестую петлю от крючка, я буду вязать еще 5 столбиков с 2 накидами. Сделала 2 накида на крючок, и вот сюда в первую петельку я вяжу столбик с 2 накидами. Раз. Дальше сюда же 2. Сюда же 3. Четыре. 5. Вместе с петлями подъема, вот 6 воздушных петель мы с вами набирали, получается 6 столбиков с 2 накидами. Дальше 1 воздушная петля, и сюда же в эту же петлю еще 6 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема, переворачиваю работу, и сюда же в первый же столбик, откуда у нас 1 воздушная петелька, столбик без накида. Дальше вытягиваю ниточку, накид на крючок, вяжу пышный столбик. 1 петелька у нас как бы связана, дальше 2 петля, опять накид на крючок, 3, накид на крючок, 4, накид на крючок, 5. 5 петель накинули, и теперь провязываем их вместе, и столбик без накида. Дальше 5 воздушных петель, под 1 воздушную петельку столбик без накида. 5 воздушных петель, вяжем такой же пышный столбик, только уже в конце. Вот где у нас были воздушные петельки, в первую петлю, вот сюда вот в вершинку вот этого столбика вяжем такой же пышный столбик. Делаю накид на крючок, вкалываю крючок сюда, вот куда я показывала, в петельку, и вытягиваю ниточку. 1. Дальше накид на крючок, вытягиваю 2, накид на крючок, 3, накид,
4, накид, 5. И все петельки провязываю вместе, закрепляю их. Второй ряд. Дальше третий ряд. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. И вот сюда в вершинку этого пышного столбика вяжем 6 столбиков с 2 накидами, 1 воздушная петля, 6 столбиков с 2 накидами. 5 воздушных петель мы с вами связали, он считается как столбик с 2 накидами. Сюда же вяжем еще 5 столбиков с 2 накидами. 2, 3, 4, 5, 6. 1 воздушная петля и сюда же 6 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида, вот сюда в столбик без накида предыдущего ряда. Дальше опять 2 накида на крючок и в пышный столбик в конце, опять в вершинку, вот сюда, где мы закрепляли пышный столбик, вяжем 6 столбиков с 2 накидами, 1 воздушная петля и 6 столбиков с 2 накидами. 2, 3, 4, 5, 6. 1 воздушная петля и сюда же 6 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий четвертый ряд. 1 воздушная петля подъема. Сюда же столбик без накида. Вытягиваю ниточку, накид на крючок, вяжу пышный столбик. 2, 3, 4, 5. Провязываю их вместе и закрепляю. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда под 1 воздушную петельку, серединку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот между вот этими элементами у нас мы соединяли их. В серединку вяжем пышный столбик. Накид на крючок. 1, накид на крючок. 2, 3, 4, 5. И провязываю все петли вместе. Закрепляю. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в серединку. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И пышный столбик вот сюда в конце, в первую петельку, в 5-ю петлю подъема получается, мы вяжем пышный столбик. Накид на крючок. Вкалываю крючок в последнюю петлю. 1, 2,
3, 4, 5. И все петельки провязываем вместе. Вяжем следующий ряд, 5. 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. То есть здесь повторяется 2 ряда. Один ряд с пышными столбиками, второй ряд со столбиками с 2 накидами. 5 воздушных петель связала, переворачиваю работу. И сюда в вершинку пышного столбика вяжу еще 5 столбиков с 2 накидами. 1 воздушная петля и 6 столбиков с 2 накидами. Так, это у нас второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой. 6 столбиков связала, 1 воздушная петля. И сюда же 6 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше вот сюда в столбик без накида, столбик без накида. Опять 2 накида на крючок, следующий пышный столбик, и сюда в вершинку вяжем вот такой элемент. Потом столбик без накида, и в следующую вершинку пышного столбика вяжем такой же элемент. Следующий 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема, переворачиваю работу, сюда же столбик без накида, вытягиваю ниточку, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петельки, вместе закрепляем. Дальше 5 воздушных петель, столбик без накида в серединку под 1 воздушную петлю. 5 воздушных петель. И вот сюда пышный столбик. Дальше 5 воздушных петель, столбик без накида. То есть мы вяжем пышные столбики вот сюда, между элементами. И столбики без накида мы вяжем в серединку элемента. Ну, я думаю, на этом этапе уже должно быть все понятно. И вопросов не должно возникать. Продолжаем вязать на необходимую длину. И дальше уже как обвязать бахрому я покажу уже, скорее всего, в следующем видео, когда довяжу свою шаль. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока-пока.